Боевая разведывательная машина «Феник», пустынный лис для разведчиков, проект нидерландских и немецких инженеров. Легкий многоцелевой бронеавтомобиль, предназначенный для ведения разведывательной деятельности, участия в боевых столкновениях, патрулирования. Официально ни одна страна мира не сообщала передачи «Феник» Украине, но в телеграм-канале утверждают, что 5 таких машин вошли в последний пакет военной помощи Федеративной Республики Германии под определением Mobile Reconnaissance Systems on Vehicles – мобильные системы разведки на транспортных средствах. И уже прибыли в Украину. В маркетинговом плане это логично. В начале 90-х независимая фирма-подрядчик разработала модель новой боевой разведывательной машины БРМ, которую назвали «Феник» в честь миниатюрной пустынной лисы. По замыслу создателей, машина должна обладать теми же качествами, что и житель пустыни карликовый лис Феник. Этому небольшому животному из семейства псовых арабы дали название «фанак», что в переводе означает «лиса». Даже алжирская футбольная команда называется Лас Феникс, и это совсем не удивительно, поскольку в Алжире это животное уважается на государственном уровне. Даже на монете в четверть динара нанесено изображение феника. Организаторы чемпионата мира по футболу Катар 2022 года талисманом турнира избрали феника. Скрытный, с острым слухом, ночным зрением и невероятно быстрый. Ученые до сих пор не могут точно определить ореол его обитания. Такой же быстрой невидимкой, с острым слухом и зрением, по замыслу создателей должна быть боевая разведывательная машина. И уже первые образцы машин не разочаровали заказчиков. Первый образец был принят на вооружение Нидерландами в июле 2003 и в Германии в декабре 2006 году. В Бундесвере феники поступили на вооружение бригадных разведывательных батальонов по одной роте, состоящей из 3 взводов по 7 БРМ, 3 разведывательных отделения по 2 феника, плюс машина командира взвода. Обе страны также использовали бронеавтомобили этого типа в боевых действиях в Афганистане. По опыту боевого применения на них был внедрен комплекс афганских наследий, включающий установка массивного бампера, инфракрасных прожекторов, усиленной противоминной защиты, станции CG-12, предназначенные для установки помех дистанционным взрывателям, а также 2 контейнеров для дополнительного боекомплекта. С начала разработки БРМ «Феник» его создатели вели интенсивный поиск зарубежных покупателей. Наиболее близкими к заключению контрактов были вооруженные силы таких стран, как Люксембурга – 10 машин, Бельгии – 200 машин, Турции – 180 машин с перспективой дальнейшего лицензионного производства. Однако все эти планы остались нереализованными. Однако безумный успех «Хаймарсов» в Украине в плане популяризации концепта заставил производителей военной техники испытать свои образцы вооружения в условиях реальной войны, а не военного конфликта с ограниченными боевыми действиями типа Афганистана. Именно полномасштабной войны с противником, против оружия которого они и создавались. Именно поэтому в Украину и было отправлено 5 боевых разведывательных машин «Феник». Машина действительно оказалась удачной. Бронеавтомобиль «Феник» обладает низким силуэтом, что затрудняет визуальное обнаружение. Большое внимание при проектировании уделялось уменьшению заметности машины в инфракрасном и радиолокационном спектрах. Немецкий «Лухс» и замененный голландский «Линкс» существенно проигрывали «Фенику» по составу специального оборудования. Для осуществления разведки используется телескопическая мачта высотой 1,5 метра, позволяющая вести наблюдение через укрытие, на котором устанавливается контейнер с включающей аппаратурой. Инфракрасная и телевизионная камера. Лазерный дальномер. Штатный приемник GPS обеспечивает точную привязку к местности, все собранные данные передаются в автоматизированную систему боевого управления подразделением. Специальное оборудование боевой разведывательной машины позволяет вести наблюдение в дневное и ночное время, возможно измерение дальности и азимутов, а также обмен соответствующей информацией. Оптоэлектронная головка с телевизионной камерой. Тепловизор и лазерный дальномер, обеспечивающие обнаружение цели, типа танк, на дистанции до 4 км. Изображение транслируется на монитор, причем существует возможность наложения изображения от тепловизора на телевизор. Система монтажа оптоэлектронной головки обеспечивает круговой обзор, но поворот головки на 360 градусов невозможен, а она вращается на 220 градусов вправо и влево.
Диапазон перемещения головки наблюдения в вертикальной плоскости составляет от -30 до +30 градусов. Существует также возможность оборудования выносного поста наблюдения. В этом случае головка наблюдения устанавливается на специальной треноге на расстоянии до 40 метров от боевой разведывательной машины. БРМ снабжена системой отображения и передачи информации ФОВС. На сенсорном мониторе, установленном слева от монитора системы наблюдения, отображается карта местности с обнаруженными объектами и дальностью к ним, а также местом боевой разведывательной машины. Эта информация может транслироваться внешним потребителям. Дополнительными средствами наблюдения являются выносные акустические и сейсмические датчики. Предусмотрена возможность применения с Феника миниатюрного беспилотного летательного аппарата Аладдин с радиусом действия 15 км и максимальной скоростью полета 90 км в час. Диапазон рабочих высот полета Аладдина составляет от 30 до 300 метров. Машина оборудована автоматической системой пожаротушения, а также системой защиты от оружия массового поражения. Феник, по сути, это колесная платформа, на базе которой может быть реализовано до 8 разных типов боевых машин, в зависимости от поставленных задач. Варианты машин. Феник – разведывательная машина. Фени – транспортер ракет, МРАТ. Феник – командно-штабная машина. Феник – машина целеуказания и артиллерийской разведки, артиллерийский наблюдатель. Феник JFST – общая группа огневой поддержки. Группа 2 Феника, состоящая из артиллерийского наблюдателя и передового воздушного наблюдателя. Феник – Пионер. Инженерная машина для разведки и рекогносцировки. Феник – платформа Stinger. Этот вариант SWP имеет пусковую установку с 4 ракетами Stinger для противовоздушной обороны в средней дистанции. Феник TCP – машина тактической поддержки военно-воздушных сил. Экипаж отвечает за целеуказание и наведение тактической авиации по наземным целям. Будущее Феник-2. Семейство Феник-2 имеет большое количество одинаковых компонентов, поэтому значительно снижена логистическая нагрузка. Технические характеристики – боевой разведыватель G3. Дополнительно может быть установлен один 40 мм гранатомет HK-GMG на 32 выстрела. Несомненно, эти машины придадут украинской разведке зоркость, скрытность, мобильность, а в целом эффективность в получении разведданных о противнике. А в дальнейшем можно будет полноценно оснастить ими разведывательные подразделения вооруженных сил Украины. Для дальнейшего получения уведомлений о выходах новых обзоров вооружений для вооруженных сил Украины подпишитесь, пожалуйста, на этот канал, не забудьте поставить лайк этому видео и нажать на звоночек. А в комментарии отметьте, обзор каких видов вооружений вы хотели бы увидеть, или оставьте любой комментарий для продвижения этого видео.